Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard UI. Так, я тут вижу, есть импресска из легендарных фигур, и я здесь вижу, в принципе, есть... Ну, нету. Я сначала подумал о том, что здесь есть, в принципе, неплохой проказ через драконов, но такое себе. По реликвиям тут тоже, в принципе, неплохо. Можно что-нибудь будет такое замутить. Есть жезл Киры, яйца, договор. Ну, короче, неплохие есть реликвии. Будем отталкиваться от того, что бог рандома мне будет давать. И, в принципе, меня там в комментариях просили о том, что нужно записать эмпреску через зверей. Хотят посмотреть ее полную мощь. Ну что ж, если бог рандома позволит, то в текущей игре мы, соответственно, и попробуем импреску. Но если не позволит, ну что ж, ну, тогда получим боль и разочарование, и, соответственно, болт на 28. Спасибо за полезный медальон. На самом деле, мне так обидно то, что этот медальон порезали, потому что теперь он не дает 25% уклонения, и этот медальон ты вообще не хочешь иметь. И, в принципе, из-за того, что сейчас никто, по сути, не хочет его иметь, я думаю, в принципе, можно попробовать поиграть через жрецов так неплохо, потому что, ну, на самом деле, жрецов контре только, по сути, медальон и синергия гритеров. А еще я вижу, мне собака пришла. А это, возможно, ранний баф людей будет? Ну, наверное, все-таки я зря сейчас сказал, что это, скорее всего, будет ранний баф людей, потому что я знаю свою удачу прекрасно. Скорее всего, это не будет ранний баф людей. Скорее всего, это будет боль и унижение. Медальон первого тира скипать не буду. Рок войны я беру, потому что он мне пригодится как, в принципе, на начале, так и в будущем, потому что я импресску хочу попробовать. Ну вот, там уже я вижу скилл обнаружен. Кстати, чуть не забыл упомянуть, я сегодня не один стартанул эту игру. Я стартанул эту игру вместе с топ-не-1, с моим подписчиком. Знаете, он для меня как кроличья лапка, которая дает мне немного удачи. Скажем так, всю свою черную полосу я отдаю ему, а не себе. Так что вот. Так. Ну да, против Луны в 2 звезды будет тяжело. Предметы такс. О, арканцы, нормально. Арканцы мне нравятся. Все, переобуваемся. Не знаю, может взять немного уровня себе, чтобы повысить себе шанс на Лину. Хотя мне и ЦМ-ка нужна. Ну, может, Легионка придет, и у меня будет ранний баф людей. Хотя, я думаю, вряд ли. Давайте так, в комментариях напишите, на каком раунде ко мне придет баф людей. Если, конечно, я его не распродам к тому времени. Но тут нормально так Луна заряжена с молот громом в 2 звезды. Ну, там, короче, хорошая Луна, заряженная. Но меня тут снайпер наклепал, 2000 урона накидал мне в табло. Сильно. Сильно, не спорю. Ну, пока что как-то так себе стол. Ладно. Берем немного уровня себе, чтобы себе повысить шанс на выпадение фигуры 3-го тира. Меня, в принципе, устраивает. Агра скипать не хочу. Если Огр в 2 звезды придет, это будет идеально, потому что у меня будет тогда двойные ракетки лететь. Эскадрилья ракет будет. Кстати, меня там спрашивают, что на стриме, что в комментариях, что рубрики больше комментирования игр подписчика не будет. Ребят, эту рубрику я буду выпускать раз-два раза в неделю. Один-два раза, короче, в неделю. Не больше. Почему так? Потому что я выкладывал по 2 ролика в день, но давайте согласимся. Мало у кого есть 2 часа времени в день, чтобы посмотреть оба ролика. И, соответственно, контент начинает переедаться, много кто его пропускает, некоторые ролики не такие интересные становятся, мало лайков. Ну, короче, из-за того, что просадка пошла по просмотрам и все такое, ну, и времени мало, вот серьезно. Поэтому я решил пока что сделать именно таким образом, что я буду выпускать по 1 ролику в день. Так, цемка у меня есть. Осталась только Лина, Легионка, ДК. Ну, короче, любой человек еще вдобавок, и будет прекрасно. Поэтому вот так вот, ребят. Поэтому я буду выпускать по 1 ролику в день. И, соответственно, когда буду выпускать рубрику, тоже будет там 1 ролик в день. Не больше. Нет смысла. Ну, нет такой отдачи, к сожалению. Как бы мне хотелось, чтобы была отдача максимальная, но из-за того, что реальные ролики зачастую длинные, по 30 минут плюс в среднем, и то зачастую по 40 минут плюс, то, я думаю, все прекрасно сами понимаете. Нечего, скажем так, растягивать эту тему. Все я написал в своем телеграм-канале, поэтому, если ты не подписан, подпишись. Там я веду свой небольшой личный блог. И не только. Поэтому присоединяйся, не стесняйся. Ссылки закреплены в комментариях и в описании под роликом.
Так, эскадрилья только что ракет полетела, видели? Сколько ракет только что вылетело. Жалко, конечно, не в Луну. Тут у меня были на самом деле все шансы победить, если бы ракетки полетели в Луну. Друидов берем, змейку берем. Пригодится. Я, кстати, змейку поставлю вместо собаки. Я как-то в змейку побольше верю, хотя, может, вместо цемки поставить еще собаку. Медуза это, конечно, круто, но я в нее тоже не верю. Кстати, сейчас новая мета. Это мета через ТБ. И, кстати, давайте так. Чтобы мне было намного интереснее, скажем так, записывать, да, чтобы у меня была лучшая мотивация, то 30 лайков соберем под роликом. И следующим роликом выйдет метовый ТБ. Поэтому давайте, все, я в вас верю, держу за меня кулачки, жду от вас максимальный отклик. Все, погнали. А теперь давайте погрузимся в игру, поэтому всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня, вечера, ну вы поняли, хорошего времени суток. Вот. Добивайте ее, гасите ее! Не добили. Давай, ракетки хотя бы. Серьезно? Ля ты какая крыса на Тинкере. 3 ракетки в лоу хп Тинкера закинуть. Серьезно? Я худею без баяна. Да. Ладно, может мне хотя бы солнечный шаман упадет, и я поставлю 3 шаманов на старте. На самом деле 3 шамана на старте не так уж и плохи. Я бы даже сказал, они довольно-таки хороши. Эти 3 шамана со старта, потому что могут перевоплотиться в полезные фигуры, и это будет прям развал. Развал развалистый. Может, вообще я буду играть в этой игре на шаманах? Кто знает. Короче, посмотрим. Я не буду загадывать, потому что бог рандома решит, на чем я буду играть. Как-то так. Правильно? Правильно. Так, давай. Давай. Ракетки. Еще одного кабана засумонил. Ну, точнее, кабанчика засумонил. Не еще одного кабанчика, просто засумонил. А что там с бафом людей? Он сегодня у меня будет или это так? Ну, чисто посмотреть дают. Мартретка. Хочется взять мартретку. Кстати, тоже надо будет попробовать мартретку записать. Ладно, я, короче, вышел пока что в 30 монет. И там моих зверей забирает еще один юный молодой человек. Молодой, горячий, перспективный. Неприятно. Хочу аграв 2 звезды, хочу тинкеров 2 звезды. На самом деле, тинкеров 2 звезды тоже было бы неплохо. А там уже и рыжий лис. Вкусно. Вкусно. Ну, не то чтобы вкусно, но по сути вкусно. Я, кстати, здесь раунд выиграл. Наконец-то. Хоть один. Ой, как хорошо сейчас 3 ракетки полетели. Вот это вот прям вкусно. Все 3 ракетки почти фулового тинкера. Вот это вот мне нравится, когда так ракетки летят. Мне не нравится, когда ракетки летят лишь бы куда. Так, ну что мне сейчас за реликвию пойдет? Давайте посмотрим. ТБшка там уже собирается. Ну, будет ТБ. По-любому в этой игре будет ТБ. Вот гадалки не ходи, но по-любому будет ТБ. Я бы с вами поспорил на самом деле. Даже зуб бы дал, но зуб дорого. Зубы не буду давать. А то потом лечить их вдруг чего. Вдруг тут челики решат, что надо как-то на другом поиграть, а не на ТБ. Возьмут ТБ, а будут играть через антимага. А? На самом деле, типа, сейчас ТБ, точнее не ТБ, а предмет наследия духа огня на ТБ немного сломанный. Блин, ну... У меня слабый стол под эти реликвии, которые мне там упали. А жезл Кира я не хочу брать. Я уже взял себе 5-й уровень. Если бы я не шел, скажем так, в уровень, надеявшись на то, что мне упадет человек, то я бы мог спокойно взять и жезл Киры. Я, наверное, попробую зарандомить, потому что мне все эти реликвии, которые сейчас упали, они не нужны. Мне не с чего с ними делать. Можно рискнуть, попробовать зарандомить. Может, что-то хорошее упадет. Ай, была не была, поехали, да? Поехали. Ладно.
Ладно. Ладно. Спасибо и на этом, скажем так. Пока что меня пинают все, кому не лень. Лучше бы реликвия яиц упала. Или реликвия кабанов. Я бы хотя бы пол стола разобрал. И кайфовал бы. Но... такая судьба. Бог рандома мне не улыбается сегодня. Вообще. 1 медальон я скипну, 1 медальона мне хватит. Я, наверное, возьму минус 6 брони. Под зверей, в принципе, неплохо. Можешь продать уже этих шаманов бесполезных? Не знаю. Хочется продать, а хочется не продать. Тут уже 4 зверя. Неприятно. Грустно. Я тоже хочу зверей. Поделись, а? Это мой хейтер. Он меня косплеит, по-любому. Кстати, Лина, спасибо. Всего лишь 13-й раунд ко мне приходит Лина. Вот это я понимаю подгон. Ну ладно. Ладно. Пойдет. В принципе, пойдет. Я, кстати, вот... да, я... или так. О, он мне лайк зашел поставить. Понимаю. 4 рыцаря. С Думом, с Абадоном в 2 звезды. Зашел мне лайк поставил. Понял. Он надо мной потешается. Решил меня, скажем так, унизить. Ну ничего, смотри. Я только соберу 6 зверей. Только соберу себе импресску. Я же к тебе, к твоим рыцарям приду. Мы с тобой пообщаемся, скажем так, тет-а-тет. Я к тебе в гости завалюсь. Тут меня снова, походу, вынесли. Да. Сколько у меня хп уже? А ну-ка. Давай, сноси. 61 хп. Пу-пу-пу. Я говорил, что у меня темная полоса в жизни наступила, да? ТБ в 2 звезды, а топ не один. Вот, кстати, Мишка. Алло! Не трогайте моего Мишку. Он мне нужен. Какие наглые, какие наглецы. Забирают моих зверей. Кстати, там 2 паренька играют на винстрике. Будем надеяться, что мне в ближайшее время придет усиление. И я заберу эти винстрики. Будем надеяться. Я, конечно, слишком многого хочу, но будем надеяться, да? Я так думаю, что будем надеяться на это. Мишка и Огр. Вот это я понимаю. Царский подгон. Я согласен. Это мне нравится. Вкусно. Реально вкусно. Если мне сейчас еще и яйцо в ближайшее время пойдет, либо же Мишка придет, то будет вообще 10 из 10. Ранний Мишка в 2 звезды наваливать будет, дай боже. У меня под него предметы хорошие есть. Там Фурион. Считайте, уже в 3 звезды. Неприятно. Кстати, у первого места нету хаотичного договора. У него реликвия яиц. Так что все шансы сбить ему винстрик есть. Самое главное, чтобы Огр накидывал на моего Мишку свою способность, чтобы у меня суммунилось 2 Мишки. Чтобы Мишаня пришел и разобрался. Так, кристалл маны плюс 50. Молот грома это классно. Я бы хотел взять молот грома под импресску. Но, если честно, я хочу взять сейчас кристалл маны плюс 50. Чтобы у меня Мишка намного раньше суммонился. Хотя молот грома мне прям очень хочется взять. Но я возьму кристалл маны. Да, все-таки возьму кристалл маны. Чтобы Мишка пораньше присуммонился. И я наслаждался жизнью. В общем, на каком уровне я буду ролиться? В зависимости от ситуации, но скорее всего буду ролиться на 9 уровне.
А я его вынес. А я его... Я тебе говорил? Я тебе говорил, что я к тебе приду и заберу твой винстрик? Говорил? Это тебе месть за лайк. Знаете, как я понял, что его вынес? У меня за серию поражений нету монетки. И поэтому это означает, что я его вынес. Ай, какая красота. Все, я даже мету активирую. Сюда. Как вкусно. Такое мне нравится. Теперь я доволен. Мне бы найти, правда, еще одного зверя, чтобы поставить себе 6 зверей. Чтобы прям быть уверенным на 200%, что я смогу вынести. Всех и вся. Еще там мишку покупают моего. Вот какие... Молодые, уважаемые. Топ не один достал хитреца. Сильно. ТБ с драконьим рогом. Тоже сильно. Но тут у меня два брата-акробата пришли, которые сейчас разберутся со всем. Но пока что так. На самом деле просто в его ТБ нету никакой скорости атаки, никакой... Ну, короче, не с чего ему мне дамажить. О, все, 6-й зверь найден, отлично. Отлично. Так, баф людей я разберу. И цветку я все-таки, наверное, еще одну возьму. Агра продавать я не хочу, цемку пока что тоже не хочу продавать, но в будущем, я думаю, я продам цемку все-таки. Пусть пока что она стоит, ману регенит. Явно лишним не будет. По сути, что? Я сейчас никого не боюсь. С Мишкой в 2 звезды, и если еще и Огр будет накидывать на моего Мишку свою способность, то у меня будет 2 Мишки суммониться. Это прям то, что доктор прописал. Так, рыцари, здорово. А вот вам 2 Мишки. Не, ну если так и дальше продолжится, то это будет имба. Это будет лютая имба. Еще и ХП восстанавливаю себе благодаря мете. Я пока доволен. Пока что я доволен. Мне все нравится. Зверь не нравится. Нахлебник. Он мне всю малину портит. Но там не только он есть. Там еще есть ТБ, который тырит моего лондруида. Какие мне следующие реликвии нужны? Ну, по сути, можно было бы несколько реликвий. Хаотичный договор, реликвия яиц. Ну, я думаю, даже реликвия яиц будет намного профитнее, что ли. Ну, посмотрим. Коса неплохо зайдет, чтобы я мог уровень спокойно поднимать себе. Так, у этого... А, это не тот ко мне пришел, да? А, нет, тот пришел, с винстриком. Заберу. Ну-ка. Нет. Обидно. Обидно. У него хаотичный договор. Кунка в 2 звезды там уже есть. 6 рыцарей. Я на самом деле 6 рыцарей не опасаюсь, и слова совсем. Я 6 рыцарей разорву. Если бы у меня не было Мишки в 2 звезды, то я бы сказал иначе. Меня порвут. А так как у меня есть Мишка в 2 звезды, то в принципе у меня и проблем никаких нет. Кстати, вот эту вот выдру, забыл сказать, мало кто берет и собирает хотя бы в 2 звезды. Но я настаиваю на том, чтобы вы собирали ее в 2 звезды, потому что мало кто понимает, что способность этой выдры бафает суммон эмпрески. Мало кто это, мало кто это делает, особенно под зверями. Когда играют через зверей, они просто эту выдру не собирают от слова совсем. Кстати, эфир, мои яйца, но я возьму яйца. Яйца как-то меня больше привлекают. Так, свою пошлую фантазию выключили. А то я знаю, что у вас там за мутные мысли в голове. Так вот, эта выдра накидывает свою способность. И все призывные существа наносят дополнительный урон по отметкам. Короче, они берут приоритет. Те фигуры, которые находятся под отметкой, наносят там дополнительный урон. И, соответственно, эмпреска, она призывает свой дубликат с предметами, и он начинает, соответственно, быстрее бить.
И ту цель берет в приоритет. И, соответственно, по ней наносит намного больше урона. Поэтому, ребята, это жестко. Это очень жестко. О, топ не один нашел себе ТБ в 3 звезды. Понимаю. Скилл. Это неприятно. У него там тренд есть в 3 звезды. Да очень неприятно. На 21 раунде он нашел себе ТБ в 3 звезды. Сильно. Не спорю, сильно. О, плагиатор. Здорово. А я к тебе пришел тебя наказать. Что, не ожидал? 2 мишки увидеть, да? Не ожидал. На самом деле, мне не нравится то, что здесь покупают моего мишку. Судя по всему, я его в 3 звезды рано не соберу. Топ не один там уже сбил винстрик чуваку, понимаю. Сильно. Так, поставлю волшебников. Пригодятся. Собак продам, они мне не нужны. Так, энчав 2 звезды. Змейка. Ну, блин, хорошо пришло сейчас. Дизраптор. Тайт. Я, конечно, кучу денег потратил. Но я думаю, ничего страшного, то, что я кучу денег потратил. Я просто хочу найти импреску сейчас. С импреской игра заиграет иными красками. Мне и стол усилить надо, потому что у меня на самом деле очень слабый стол. Мне надо змейку в 2 звезды собрать, мишку в 3 звезды собрать. А, я тут вынес. Чисто змейки тащат. 3 змейки и 1 ЦМК осталась. Я, короче, дизраптора скипну, не буду его собирать. А, кстати, а зачем мне волшебники? А реально они мне не нужны. Я лучше поставлю себе в горно как раз против ТБ. Кстати, почему ТБ такой сильный стал в текущем патче? Чисто из-за того, что есть сломанное наследие духа огня 3-го тира, которое работает на ТБ. Это прям очень сломанный предмет. А можно мне импреска придет, пожалуйста? Ну, мишку хотя бы дайте. Я почему дизраптора не хочу брать? Он у меня ману может не накопить. И толку от этого дизраптора тогда, если он ману не успеет накопить. Накатить. Да. Так, спектру. Нормально, это, кстати, легендарок открыл. Грустно. Мету я пока что не хочу скипать, я хочу еще немного себе хп восстановить, пока что я побеждаю. Короче, я там говорил по поводу ТБшки. У ТБшки сейчас есть, ну точнее, есть сломанный предмет, и из-за чего ТБшка очень сильной становится. Во-первых, ТБшку ж апнули, ему апнули скорость атаки, и диапазон его урона убрали. То есть он теперь всегда имеет максимальное значение в своей форме. Я, кстати, хочу найти еще один предмет Рок Войны, он мне пригодится. Потому что один Рок Войны я отдам уже в импреску, а один Рок Войны мне нужен в мишку. Так вот, вернемся к ТБ. Есть сломанный предмет, наследие Духа Огня. Наследие Духа Огня на этом ТБшке работает на его перевоплощенные фигуры. То есть ты уничтожаешь эту, ну, ТБ, а он перевоплощает. Ну, точнее, перевоплощается, а перерождается. Это такой бред. Не знаю, если получится увидеть в этой игре, вы все сами увидите. Там топ не один играет через ТБ, поэтому я думаю, вы все спокойно можете увидеть. Так. Если, конечно, он нам покажет. А то я не совсем уверен, покажет он или нет. Может, ему предметы элементарно не придут. На самом деле, ТБ из-за этого очень сильный. Какие предметы ТБ надо? Драконий рог? Наследие Духа Огня? Дальше уже по ситуации. Обязательно скорость атаки необходима. То есть, если Мьёльнир 5-го тира упал, то это очень вкусно. Это очень сильно, это очень вкусно.
Да и, в принципе, дальше реально по ситуации. Надо БКБ, значит, берем БКБ. Надо щит 5-го тира, значит, берем щит 5-го тира. Кстати, еще одни арканцы упали. Драконий рог. Возьму. Дизраптор. Возьму. А знаете, почему возьму дизраптора? А все на самом деле просто. Просто из-за того, что у меня есть 2 пары арканцов. Это первая. И у меня есть кристалл мана плюс 50. И я, соответственно, могу поставить себе дизраптора. Но это я сделаю попозже, когда, наверное, в 2 звезды его соберу. Если соберу. Но он мне так хорошо идет, что я думаю, его спокойно соберу. Так вот, ставлю себе дизраптора, закидываю у него кристалл мана плюс 50. И у него будет сразу плюс 90 маны за счет еще 2 пар арканцов. Я игра, короче, скипну. Я в Горн как-то сейчас намного больше верю. Ну, алхимик такой себе. Я думаю, алхимик вообще проблем не составит. Серьезно? Топ-1, как ты это сделал? Как ты нашел такие себе предметы? Драконий рог. Наследие духа огня. Магическое сопротивление. Ну, магическое сопротивление сейчас плевать, никто не играет через магический прокаст. Но сама суть то, что у тебя есть скорость атаки есть еще. Как? А я Мишку не могу найти себе в 3 звезды. Ну, я считаю, закономерно. Да не только Мишку. Где моя эмпреска? А вон, кстати, мой Мишка в 3 звезды находится. Моего Мишку уже украли. О, яйцо. О, кстати. Этого зверя я возьму. Инчу продам, потому что у меня есть одна инча. Так, еще одно яйцо. И еще одно яйцо. Похоже, я быстрее змейку соберу. О, дизраптор. Ладно, пока что я Горну беру. Лучше поставлю себе дизрапторов в 2 звезды. Мне как-то дизрапторов в 2 звезды больше внушает доверие, нежели сейчас Горн. Хотя Горн это тоже очень сильно, особенно против ТБ. У меня есть 2 яйца. Если ко мне придет еще одно яйцо, я в принципе могу с помощью этих яиц сделать себе Мишку в 3 звезды. Но я не хочу на самом деле тратить 3 яйца для того, чтобы Мишку сделать себе в 3 звезды. Причем у меня цель вообще поиграть через эмпреску. О, там такой кусок у алхимика отлетел. Кстати, еще один рок войны упал. Это хорошо. Это отлично. Кстати, у меня 81 хп и 10 винстрик. Я же говорю, топ не один, это у меня как кроличья лапка, знаете, или кроличий хвостик, что там вешают для удачи. Вот так вот, вот, все. Все, у меня все правильно предметы сейчас находятся. Даже один лишний рок войны. А предметы перековать я не могу в 4-й тир. К сожалению. ТБ, конечно, у него огромный. Красивый, огромный ТБ. Палка, молот, драконий рог, наследие духа огня, сам в 3 звезды. Мишка с предметами критов и тому подобное. Ну это следующий уровень игры получается. Ребята, выкиньте кто-нибудь этого зверя, пожалуйста. Мне нужно найти своего Мишку. Мне нужно найти своего Мишку. Чел на рыцарях кайфует, сидит, скорее всего. Там есть чистый урон, а он такой думает, да, он не доживет. У него всего лишь винстрик есть 6. Да и против меня ему туго как бы. Тут я его забираю. Не удержался, чтобы не посмотреть, выиграю я его или нет. Не удержался. Ну, кстати, дизраптор не такой уж и плохой получился. 2 хп осталось у зверя. Я его уже ник запомнил. Этого нахлебника.
Нахлебника, который играет на зверях. Да, алхимик там тоже такой себе. Но я думаю, сейчас топ ни один я не смогу вынести. Слишком сильный ТБ. Был бы он хоть немного послабее, тогда я был бы уверен намного, чтобы я его вынес. Но намного больше, точнее. А то я сказал просто намного. Ребята, помните? В комментариях пишем, на каком раунде ко мне придет импресска. Давайте. Пишем, на каком раунде ко мне придет импресска. Перчатку, кстати, я забыл перекинуть дизраптором, потому что у дизраптора 2000 хп. И надо перекинуть именно в него. Но тут алхимик очень слабый. У него предметы на деф, а на урон ничего абсолютно нету. Я думаю, я его спокойно сейчас вынесу. Да. Сколько я ему снесу сейчас? Не знаю, как по мне, если ты такого алхимика собираешь, то его нужно через другую сборку собирать. Там через троллей, к примеру. Топ не один, там уже винстрик 8 единиц, понимаю. Можно Мишка ко мне придет? Мне надо, кстати, сейчас 10 брать. Потому что без 10 раунда я этого ТБ не пробью вообще. Мне надо горн поставить. По-любому горн нужно поставить. Странный чел на зверях, серьезно. Очень странный. Ну ладно. Хозяин-барин. Хозяин-барин. Я думаю, это наследие духа огня будут по-любому нерфить. Надо по-любому переработать. Потому что бессмертие на ТБ не работает. Работает только на оригинале бессмертия. Поэтому я думаю, что наследие духа огня сделают точно таким же. Потому что это слишком сильно. У меня еще есть такое подозрение, что наследие духа огня на перевоплощенных ТБ не скидывает синергию. Кстати, хаотичный договор упал. Вот есть у меня такое подозрение. То есть, когда активируется это перерождение на перевоплощенных ТБ уже, то есть на дубликаты ТБ, то мне кажется, что там не скидывается синергия. Может, мне кажется, но почему-то я думаю, что это именно так работает. Мне опять нечего перековывать, что. Надо ждать, что кто-то вылетит. Там осталось вон 4 хп и 2 хп. Из первого тира полезных предметов у меня тоже не осталось. Может, заюзать хаотичный договор и не париться? Да, я заюзаю, наверное, хаотичный договор, чтобы быть с винстриком. Я думаю, это правильное решение сейчас я принял. У меня будет винстрик, у меня будет куча денег. Я буду кайфовать от жизни. Вот так. Думаю, все-таки я правильное решение принял. И никому свой винстрик большой не отдам в ближайшие 10 раундов. То есть подкормить никого не смогу. Легионка там в 3 звезды. Но я ей сочувствую. Я эту легионку должен разорвать. Вот, кстати, ТБ. Ай, стан до него не добрался. Да не, без Мишки в 3 звезды я ему ничего не сделаю. Я его вообще не пробил, смотрите. Понимаю. Старая школа вернулась. И стала еще намного сильнее. Да выкиньте этого зверя, ну пожалуйста. Вылетел не зверь, к сожалению. Ладно, я буду играть через зоопарк, потому что импресску я сую... Ну, мне прям, знаете, чуйка, что импресску я не найду от слова совсем. Вот у меня прям есть такая чуйка. Я, кстати, перчатку оставлю. Да. Рефрешер. Пойдет. Меня рефрешер устраивает. Некра, если упадут, будет классно. Вот, кстати, и посмотрим. Сейчас есть такой вот огромный ТБ. Есть вот такие вот столы. Я думаю, что зоопарк нормально работает против любой меты. Ну, кроме, наверное, сильного прокаста. Кстати, зверь. Я его вынесу сейчас. Да, его вынесу, прикиньте.
Нечего играть на моих зверях. Будешь знать, как тырить моих зверей. Давай, все. Мишка, пожалуйста, приди мне сейчас. Мишка. Так, есть. Мишка есть, все. Есть контакт. Одну цвету возьмем. Куда мне этот предмет засовывать? Непонятно. Я, кстати, в горного вождя закину. Если сейчас топ не один найдет себе условный какой-то Мьёльнир 5-го тира, то он меня спокойно аннигилирует. Я думаю, что у меня даже шансов не будет. Контроля у меня что? Ну, у меня только Тайд, по сути, Горный Вождь и Дизраптор. Но если только Дизраптор накинет свою тучку правильно, тогда ГГ. Но если накинет свою тучку неправильно, тогда ГГ мне. Ну и мне нужно по-любому 10 брать. Без горна я здесь 100% выживать не буду. К гадалке не ходи, но без горна я не выживу. Ну-ка, ну-ка. Шансы есть. Ну вот, смотрите на дух огня. Да, походу, прикиньте, синергии не скидываются с перерожденных ТБ. Ну вот, как? Как? Ну вот. Это сломанная какая-то хрень. Да. Это по-любому должны починить. Наследие духа огня по-любому должны починить. Это ненормально. Я, кстати, Тайда поближе сейчас поставлю, чтобы он успел быстрее свой стан накинуть на всех ТБ. Может, даже он не успеет перевоплотиться. Я, конечно, сомневаюсь. Но надежда умирает последней. Еще и горный, я думаю, мне сейчас поможет. Все-таки, чтобы уничтожить горный, ему нужно как минимум 10 ударов нанести. Ой, как я сочувствовал химику. Ой, минус алхим. Минус 21. Маловато. Но если сейчас мне с 35-го раунда упадут некра, то им торба. Там будет без шансов. ТБ напрягает, если честно. Ну что ж. Алхимик там странный. Ну такое что-то собирает непонятное. Сейчас реально, если упадут мне некра, то я этого ТБ должен разорвать. Все-таки, когда у тебя 8 зомбарей, 4 мешанки, ну как-то сильно. 4 мишки это тебе не шутки. Это как бы силище, которое с 400 плюс урона бегает. Пока что хрень упала. Еще одна хрень. Серьезно, мантия? Серьезно? О, багровый потрошитель. Кстати, я багровый потрошитель возьму. Знаете, сейчас поролимся немного. Кстати, а давно у меня друиды стоят? А зачем они мне нужны вообще? Не знаю, зачем они мне нужны, но нужны. О, змейку, пожалуйста, змейку, змейку. Молю. Змейку. Все. Ща будет развал. Ща будет развал. 3-звездочная змейка. Сейчас буду суммонить по 2 змейки. По дорогам войны все это. Это лютый зоопарк. Это зоопарк всем зоопаркам. Но это сейчас будет очень сильно. Сейчас змейка будет тупо разрывать. Почему я взял багровый потрошитель? Потому что сейчас будет накидываться, скорее всего, на керри. А ну-ка. Ну. Да, багровый потрошитель накинулся на ТБ. И чтобы вы понимали, все призванные существа, ну все, которые находятся в радиусе доступной атаки, будут бить приоритетно этого ТБ. Это прям жестко. И плюс это двойной урон, прикиньте. Ой, минус 33 еще и винстрик забрал.
Ой-ой-ой, какая красота. Мне такое нравится. Я доволен. Вкусно. 11 тысяч, кстати, урона змейка нанесла. Так получается, змейка имба. Но что я хочу сказать минус, это то, что на змейку криво работает Некромикон, потому что Некромикон дает плюс 1 суммон. И, соответственно, там будет суммониться не 4 змейки, а 3 змейки. Вот так вот. ТБ у него, кстати, такой приятный. 4 зверя, 4 ведьмака. Сильно. Ладно, пока как-то так сейчас сделаю расстановку. Я думаю, не ошибка. Ой-ой-ой, Дизраптор Сайленс на меня накинул неприятно. А чё ты такой жесткий? Дядя, успокойся. А чё? А, у него просто клинок тени и Мьёльнира. Я-то думаю, что он меня так вынес. Кстати, я еще раз топ не один вынес. А, ну и импресска, кстати, на 37-м раунде ко мне пришла. Я думаю, нормальный такой тайминг. Там алхимик просто с жесткими предметами, оказывается. Но на самом деле он мне вынес чисто из-за того, что мне сайленс на лицо прилетел. Если бы мне сайленс на лицо не прилетел, я думаю, я там бы наспамил кучу призывных существ и тупо бы разорвал. Такая, кстати, показательная игра, что все-таки зоопарк что-то может против метовых сборок. Тут, конечно, нет магов, но в мету ТБ магам тяжело. Какая это жесткая тема. ТБ в багровом потрошителе стоит АФК. Так, а топ не один там вынесет того, надеюсь? Чтобы я не парился. Да, вынес, отлично. Ну и я его вынес. Наказал имбу. Наказал метового ТБ. Красота. Мне нравится. Получается, зоопарк что-то может. Красиво, красиво было. Дизраптор, конечно, нормально меня так закрыл. Если бы не тот дизраптор, я думаю, я бы его вынес спокойно. Хороший ТБ с критами, со скоростью атаки, все как надо у него. Но только мой багровый потрошитель сделал больше. Получается, больше импакта. Ну, что ж, бывает. Но красивая игра, показательная. Мне понравилась. Такая необычная, задорная. Ну, в принципе, ребят, вот так может ТБшку контрить. Но я думаю, что если бы у него не было критов... Не, на самом деле, если бы не багровый потрошитель, то я думаю, я бы этого ТБ не смог бы разорвать. Ну, я почему-то больше всего в это уверен. Ну да, я думаю, что если бы не багровый потрошитель, я бы этого ТБ не смог бы забрать. Вряд ли, очень вряд ли. Но алхимика, я думаю, я 100% бы разобрал. То есть топ-2 я бы здесь 100% бы занял. А вот топ-1, если бы у него, допустим, условное какое-то БКБ упало, то, думаю, вряд ли. Хотя он взял клинок тени в надежде на то, что у него будут прокать уклонения. Но получилось намного даже красивее для меня. В общем, не буду растягивать концовку. Что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поддержать меня своим лайком. А кто на меня не подписан, обязательно подписываемся. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!